Студия для репетиций была залита светом, отражающимся от большого окна в правой части комнаты. В воздухе еще витало утреннее тепло, но деревянный пол уже словно свидетельствовал о тысячах шагов, когда-то отдававшихся по нему. В центре комнаты стоял мужчина в черной толстовке с капюшоном и слегка взъерошенными волосами, падавшими на брови, Ким Тэ-хён. Он ждал того, кто станет его партнером в создании чего-то великого. Через несколько минут дверь студии открылась. Вошел Ли Чон, топовый хореограф, чей талант был признан во всем мире. С присущей ему энергией он подошел к Тэ-хёну с широкой улыбкой. «Опа, готов?» — спросил Ли Джон, возбужденно разворачиваясь. Тэ-хён посмотрел на него и кивнул, ободряюще улыбнувшись. «Я готов, но не заставляй меня пожалеть о том, что доверился тебе», — пошутил он хриплым голосом, заставив всех, кто услышал его, невольно улыбнуться. Ли Джон рассмеялся. «На самом деле, я заставлю тебя сиять еще ярче». Музыка заиграла. Тяжелый, ритмичный бит наполнил комнату, создавая атмосферу, которая мгновенно подняла уровень адреналина. Тэ-хён занял свою позицию. Его взгляд был прикован к его отражению в зеркале. Первый шаг начался с легкого вращения плечами, чувственного, но элегантного, как раз под стать личности Тэ-хёна. Ли Джон уделял внимание каждой детали, углу наклона рук, наклону головы, даже выражению глаз. «Тэ-хён, в тебе есть то, чего нет у других танцоров». Он наклонился, поправляя руки. «Твои глаза, они часть хореографии, так что не бойся их использовать». Тэ-хён сделал глубокий вдох, пытаясь снова. На этот раз он позволил себе полностью погрузиться в музыку. Движение не просто выглядело правильно, оно ощущалось правильным. «Хорошо». Ли Джон довольно хлопнул в ладоши. «А теперь давай попробуем самое сложное». Он продемонстрировал серию быстрых движений, включая волны телом, сложную работу ног и вращения, которые нужно было останавливать в напряженной позиции. Даже для профессионального танцора эти движения были сложными. Но Тэ-хён лишь слегка улыбнулся, взгляд молчаливой уверенности. «Начни сначала», — сказал он. Тренировка продолжалась. Прошел час, 2 часа, 3 часа. Пот стекал по его вискам и затылку. Дыхание было затруднено, но каждый раз, когда играла музыка, он возвращался к началу без жалоб. Ли Джон наблюдал с благоговением. «Почему ты всегда так сильно себя заставляешь?» Тэ-хён вытер пот маленьким полотенцем, которое всегда носил с собой. Усталая, но искренняя улыбка появилась на его лице. «Потому что люди, которые ждали меня, они верили, что я смогу выступить лучше всех. Я хочу отплатить им за это доверие». В этих словах было видение, которым обладает только тот, кто любит сцену всем сердцем. С приближением вечера студия наполнилась оранжевым светом. Солнце медленно садилось, словно наблюдая за их сегодняшним путешествием. «Наконец-то мы записали это для оценки», — сказал Ли Джон. Камера была установлена, и музыка заиграла снова. Тэ-хён танцевал. Двигались не только его ноги и руки, двигались все его эмоции. Его взгляд был пронзительным, улыбка немного озорной, его тело, казалось, говорило без слов. Когда музыка остановилась, в комнате на мгновение повисла тишина. Ли Джон слегка подпрыгнул и крикнул: «Да, вот он! Вот такой Тэ-хён мне нужен!» Тэ-хён рассмеялся, тихим смехом, от которого усталость, казалось, растаяла. «Мы почти у цели, верно?» Ли Джон уверенно кивнул. «Мы не просто создаем хореографию. Мы создаем момент, который запомнит мир». Тэ-хён снова посмотрел в зеркало, увидел более сильную, более живую, более подготовленную версию себя. «Давай все доведем до совершенства», — сказал он. Ли Джон протянул руку, и Тэ-хён ее пожал. «Для следующего этапа»,
сказал Ли Джон. «Для тех, кто ждет моего возвращения», — ответил Тэхён. И репетиция началась снова, пока не наступила ночь, пока музыка не стала их дыханием, пока они не поняли, что день приблизил их на шаг к новой истории, ожидающей своего часа. Потому что для Тэхёна сцена была не просто местом для танцев. Это было место, где он показывал свое сердце, и мир снова видел, как оно сияет. Время продолжало тикать. Музыка менялась, но Тэхён не останавливался. Тело, возможно, устало, но решимость была сильнее боли, пронзившей каждую мышцу. Ли Джон на мгновение замер, потирая затылок, который тоже начинал болеть. Он смотрел, как Тэхён продолжает двигаться в такт музыки, которая теперь звучала тише, словно это был тихий шепот, призывающий продолжать. «Я действительно восхищаюсь тобой», — пробормотал Ли Джон, не желая, чтобы его услышали. Но Тэхён услышал его и обернулся с легкой улыбкой. «Я все еще далек от совершенства», — искренне ответил он. «Я просто хочу, чтобы, когда наступит этот день, я мог стоять на сцене с ощущением. Я все сделал». Ли Джон снова встал, похлопывая по штанам. «Тогда давайте пойдем до конца». Было уже 7 вечера. Свет в студии потускнел из-за автоматических датчиков, но они решили включить дополнительное освещение, все, что позволит им продолжить репетицию. Тэхён завязал волосы, которые начали выпадать от пота. Он снял толстовку, оставшись в тонкой черной футболке, обнажающей линии его мышц, накачанных постоянными тренировками. Ли Джон посмотрел на него с минуту, а затем быстро отвел взгляд, усмехнувшись. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросил Тэхён в замешательстве. «Нет, все в порядке», — поспешно ответил Ли Джон. «Давай сосредоточимся». Следующим хореографическим движением было коронное движение, которое должно было стать визитной карточкой их выступления. Ли Джон хотел чего-то драматичного, того, что мог сделать только Тэхён. «Движение твоих глаз — это кровь», — сказал он. «Но на этот раз я хочу, чтобы ты объединил 2 стороны себя». Тэхён поднял бровь. «2 стороны?» «Да, таинственная фигура, которой все восхищаются, и нежный, теплый Тэхён, которого знают только самые близкие». Пока играла музыка, Тэхён на мгновение закрыл глаза. Он позволил воспоминаниям течь потоком. Моменты, когда они шли с участниками на сцене, всегда ободряющий смех армии, долгое молчание перед призывом и тоска, которую он никогда не выражал напрямую. Когда он открыл глаза, выражение его лица полностью изменилось. В его взгляде была глубина, что-то более живое. Ли Джон замер. Движения начались, и Тэхён танцевал с чувством, которое трудно описать. Его тело, казалось, рисовало воздух, нежные волны сменялись резкими, легкие шаги превращались в мощные шаги, от которых пол отдавался эхом. Он сочетал в себе чувственность и силу, таинственность и искренность. Тэхён тихонько рассмеялся от облегчения, которое трудно описать. Он почувствовал свободу. Он снова почувствовал себя собой, настоящим артистом. Наступила ночь. Они сидели у окна студии, глядя на город, залитый огнями. Тихо позвал Ли Джон. «Хай, мэм. Знаешь, мир все еще ждет тебя». Тэхён медленно кивнул. «Знаю, и я не заставлю их больше ждать». Ли Джон улыбнулся, удовлетворенный этим ответом. «Тогда, начиная с завтрашнего дня, мы пойдем дальше».